Всем привет! Вам интересно узнать, какой должен быть идеальный бургер? Он появился благодаря здоровой родительской конкуренции за сердца детей. После просмотра видео напишите в комментариях, стоит ли нам продолжать такой формат. Чтобы победить у мужа, я замахнулась на соус высокой кухни Demi-Glace, а он готовится, только подумайте, 24 часа. Проще и быстрее было бы заменить его сухим порошком Demi-Glace, но нет, ленивый никогда не победит, так говорит моя мама. Хочу, чтобы мой бургер победил. А вас останавливают трудности на пути к победе? Для соуса нам потребуются кости. На котлеты срезаем мясо, а кости отправляем в духовку на 1 час при температуре 145-160 градусов для карамелизации сахаров. Главное не довести до черного цвета, иначе соус будет горчить. После этого перекладываем кости в кастрюлю и покрываем полностью водой. Варим без крышки на маленьком огне, постоянно удаляя жир с поверхности бульона. Еще нам потребуется морковь, сельдерей и лук. Рассчитываем, что лука должно быть в 2 раза больше, чем моркови. Овощи нарезаем на крупные куски, а затем их необходимо хорошенько поджарить на функции гриль в духовке или обжечь горелкой. Чем темнее овощи, тем темнее будет соус. Вы часто задаете вопрос, а вы за кадром едите обычную еду или какую-то навороченную? В нашей семье, кроме навороченных блюд, очень любят обычный борщ и гречку. А из-за того, что мы часто и много готовим, отходов, как вы понимаете, у нас полная раковина. Терпеть не могу выбирать все из раковины. Мне нравится больше вот так. Сейчас вам покажу чудо техники. Это измельчитель отходов Борт. Перетирает практически все. Очистки овощей, фруктов, орехов, семечки, яичную скорлупу и даже мелкие куриные и рыбные кости. Это самый лучший подарок для вашего дома. Удобно, комфортно и безопасно даже для малышей, так как терка запрятана глубоко внутри, а еще измельчитель имеет дистанционную кнопку, которую можно установить в недоступном для детей месте. Кому интересно такое чудо техники, как Борт, переходите по ссылке в описании. Фантастика! Далее запеченные овощи кладем в бульон и продолжаем еще долго варить без крышки. Следующим шагом готовим тесто для хлебных булочек. Соединяем 5 грамм сухих дрожжей, столовую ложку муки, щепотку сахара и 150 мл теплой воды 38 градусов. Накрываем пищевой пленкой и отправляем на 30-40 минут в теплое место. После этого просеиваем 200 грамм муки и замешиваем с опарой. Добавив щепотку соли и 20 грамм растительного масла, продолжаем месить тесто. Накрываем его пищевой пленкой и оставляем на 1,5 часа в теплой духовке. Затем обминаем и убираем в теплое место еще на 30 минут. После этого достаем, месим тесто 1 минуту и делим на части. Учитывайте, что рецепт рассчитан на 2 булочки по 130 грамм. Я на всякий случай сделала двойную порцию. Катаем шарики по 30 секунд каждый, подгибая тесто мизинцем вовнутрь. Выкладываем булочки на противень и, накрыв пищевой пленкой, отправляем на расстойку минут на 30. Смазываем булочки желтком и посыпаем кунжутом. Запекаем 6 минут при температуре 200 градусов, а затем уменьшаем до 180 градусов и готовим еще 8-10 минут. Так семена кунжута сохранят свой первоначальный вид. Всем привет! Для начала берем 100 грамм сухих дрожжей и 2 столовых ложки теплой воды 40 градусов, а затем добавляем пол чайной ложки сахара. Все перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место на 15 минут. Нагреваем 200 грамм молока и даем ему остыть до 40 градусов. А пока берем 3 стакана муки, добавляем 20 таблеток перемолотого активированного угля. Все перемешиваем и просеиваем через сито. В просеянную муку добавляем 1,5 чайной ложки соли, а еще столовую ложку сахара. В чаше для миксера смешиваем 2 столовые ложки сливочного масла, теплое молоко
одно яйцо и дрожжи. Когда масло растворилось, добавляем муку 2/3 от общего объема. Включаем миксер на повышенные обороты. Через 3-4 минуты добавляем оставшуюся муку. Когда тесто готово, накрываем его пищевой пленкой и ставим в теплое место на 1,5-2 часа. А пока займемся мясом. Берем свежую говядину, нарезаем мелкими кусочками, измельчаем до минимума, топорчиком, ножом, все что под рукой. А также добавляем 10% свиного, либо курдючного сала. В готовый фарш добавляем соль, пол чайной ложки мускатного ореха, пол чайной ложки белого перца, пол чайной ложки сухого чеснока и все перемешиваем. Нам нужна сочная котлета для бургера, поэтому формируем ее и отправляем на холод до самой готовки. Выварив максимально кости, процеживаем бульон. Немного его осталось. Далее добавляем стакан сухого красного вина и выпариваем на маленьком огне еще час. В конце добавляем 1/3 чайной ложки мускатного ореха, соль и смесь перцев. Тесто хорошо подошло. Замешиваем его и формируем булочки. Выкладываем их на противень. И даем полчаса им подняться в теплом месте. В общем, делаю все, как Таня. И как сказала Таня, новичкам всегда везет. Скажу честно, булочки готовил первый раз. Пропустив мясо через мясорубку, приправляем его только перцем чили и смесью перцев. Посолим, когда будем жарить котлеты. Так мясо останется более сочным. Прямо перед приготовлением в фарш добавляем рубленый лед. Формируем 2 невысокие котлеты. И жарим их с каждой стороны по 5 минут. Переворачиваем раз и только раз. Здесь важно проявить терпение и не трогать мясо лишний раз, иначе выйдут все мясные соки. А теперь сверху котлет кладем тостерный сыр. Разогреваем сковородку-гриль и жарим котлету с каждой стороны 5 минут. После этого поджарим и шампиньоны. Для победы осталось только приготовить сырный соус. Берем 3 столовые ложки сливочного масла и разогреваем на маленьком огне. Далее кладем 3 столовые ложки муки и, перемешав, вливаем 1,5 стакана молока. В отдельной таре соединяем 2 желтка и 4 столовые ложки сливок. Добавляем все это в соус бешамель, а затем высыпаем полстакана тертого сыра. У меня это чеддер. Не забудьте соус приправить мускатным орехом, солью и черным перцем. Я жутко волнуюсь, скоро мы узнаем, чей бургер лучше. На булочку кладем салат, лук, шампиньоны, кисло-сладкий соус чили, 2 ломтика сыра и котлету. И снова соус чили, сыр, помидор, салат и черную булочку. Разрезаем булочку пополам. Я ей недовольна, так как у Андрея на вид она выше, пышнее и красивее. Одна надежда на котлеты и соусы. Теперь собираем бургер. Булочку сдабриваем горчицей и кетчупом. Далее кладем лист салата, кольца лука, маринованный огурец, двухэтажную котлету, помидоры черри, а не слаще обычных. Поливаем все сырным соусом и кладем булочку. Демигляс, к сожалению, не успел застыть, поэтому мой спецэффект с фламбированным бургером, о котором я так мечтала, не получился. Бургеры готовы. Выглядят абсолютно по-разному, и начинка отличается. Теперь ждем реакцию сына.
Булочка от папы, а начинка от мамы, и будет идеальный бургер. Так и сделаем. Шикарную черную булочку от Андрея сдабриваем горчицей и кетчупом. Затем салат, лук, огурцы, котлеты с сыром, черри, сырный соус. Можно еще слой помидоров и булочку. На мое счастье, нам все же удается эффектно подать идеальный бургер с соусом демигляс. Соус, богатый умами, подчеркнул яркий и богатый вкус бургера. Кстати, ролик с фламбированными блюдами, который вы очень хотите, судя по вашим комментариям, будет уже на следующей неделе. А если вам понравился новый формат соревнования, то ставьте лайки. Всего 35 тысяч лайков, и я по-новому уговариваю Андрея снять видео на эту тему. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!